для меня вельми важная дата День воли. Можно забивать, Ивулин! И это гол! И это гол Александра Ивулина! Дебютный гол Александра Ивулина! Вот Я журналист, я зэк, бывший. А хотя нет, я Саша Ивулин. Вот, кто я? Я Саша Ивулин. Футбол — это магия. Это лучше всего, мне кажется, описал Бакман. Это шведский писатель. Реально, это на уровне рефлексов. Ты идешь, видишь там какую-нибудь банку, хочется ее подфутболить, хочется ударить по мячу. У музеі вольнай Беларусі ў Варшаве ёсць футбольны трафей. Кубак Івуліна. Гэты артефакт з'яўляецца сімвалам салідарнасці з тымі, хто застаецца ў турме праз свае палітычныя погляды. А называецца ён так дзякуючы той ролі, якую Саша адыграў у пратэсным руху, і цане, якую ён за гэта заплаціў. то есть и гол Ивулина еще заодно заснять. Я всю жизнь мечтал играть в футбол. Как любой мальчишка, я играл в футбол, играл достаточно неплохо, но потом случилась травма, из-за которой, типа, или играть в футбол дальше, но, типа, резать, операция, длительное восстановление. Короче, не факт, что я заиграю, или не резать. Вот. Я выбрал не резать. Думаю, все, пойду на журфак, буду спортивным журналистом, потому что всегда хотелось быть в футболе, ну, в данном случае около футбола, и делать футбол лучше. Сворачивай эту съемку. Поехали домой. Иногда бывает, что просто не везет. Казалось бы, вот ты сильнее, все за тебя болеют, все хорошо, но вмешиваются злые силы, у тебя что-то не получается. Но это значит, что нужно работать, чтобы обязательно получилось. Я уже много лет работал в журналистике, я писал репортажи, расследования, брал интервью. Потом начал появляться ютубчик. Думаю, блин, в Беларуси вообще нет, ниша пустая, можно заходить. И вот я был одним из первых, кто вот просто на футболе что-то происходило, ты берешь, включаешь телефон и снимаешь это все, ты показываешь людям то, что в белорусский футбол есть, и белорусский футбол это действительно круто, и это какая-то история со своими эмоциями. Ну вы слышите, что творится на трибунах, это просто вау! Из футболистов, которых знает достаточно ограниченный круг людей, попробовали сделать звезд, ну, которых там будут, не знаю, там, смотреть их видосы, там, писать о них комментарии и так далее. Посмотрим, знают ли белорусы лучших футболистов в лицо. Погнали! Не знаю. Ну вы что, не слышали? Не смотрел. Его никто не знает. Мне очень хотелось сделать все честно, правдиво, как есть, то есть показывать футбол таким, какой он есть, не сглаживать углы. Всем привет, это Чеснок. Друзья, мы наконец-то придумали название для своего YouTube-канала, и здесь будут выходить самые классные и честные челленджи, опросы и другие прикольные штуки про белорусский спорт. Ну, обязательно через Т. Честно надо все делать. Записать что-нибудь? Наталья Ивановна Качанова рассказала. Да, Наталья Ивановна. Не Лукашенко. Понятно, в далекой перспективе. Слушай, а звук вы видите нормально, чтобы было? Вот тут типа петля, да, насколько я понимаю, ты в петлю пишешь? Потому Ну, что тут нет, он дает я как их раз всех- две нет, дорожки. тут я их писал всех в... Ну почему тогда тут одна дорожка, а тут две? Не знаю. Косячный Саша очень как профессионал. Но прикольно в том, что на канале всю жизнь был хреновый звук. А еще это накладывалось на то, что у Саши еще и хреновый голос. Всем привет, вы попали на канал Чеснок, и у нас новый видос.
Ну, я, честно, в восторге от белорусских людей, которые начали это смотреть в таких масштабах. Это очень круто. Но он все равно вот как-то пробился дальше. Ну, наверное, искренность. Искренность, простота, не попытка сыграть там на камеру, что я типа вот такой, а не такой. Ну нет, он типа брал камеру и продолжал жить эту жизнь. Иногда он смотрит на мир такими чуть детскими глазами. Я как-то немножко по-другому, всегда так настороженно. Ну что, проснулись хоть немножко у нас зрители? Мне казалось, что в Беларуси наберется аудитории, может, 20, и это будет наш потолок, который уже будет невозможно перешагнуть. Ну вот в пиковые времена там канал собрал 86 тысяч подписчиков. То есть это говорит о том, что иногда вот этот наивный взгляд на какие-то вещи побеждает, прагматично, пессимистичный, какой угодно. И это круто. Заставляет поверить в какое-то чудо, что все возможно. «20-й год» — это вообще просто история, которая перевернула все с ног на голову, потому что, камон, я никогда не хотел уезжать из Беларуси. Я всегда хотел жить в Минске, делать что-то крутое для Беларуси. Никогда не интересовался политикой. Ну, точнее, не лез в политику. У меня была всегда позиция, там, всегда ходил на День воли, но не был точно каким-то политическим деятелем. Я просто человек, который видит, где что хорошо, что плохо. Все. Ясная, светлая, чистая, нежная, белая, белая Русь. Засветла, затемна, буднично, празднично, лишь за тебя я молюсь. Засветла, затемна, буднично, празднично. В 2020 году настолько ясно было, где добро, где беспредел, что просто я не мог молчать. Ребят, все вы прекрасно знаете, какая обстановка в Беларуси в последние недели, и, честно говоря, в это время мне было, совсем не до футбола, поэтому на канале Чеснок не было совершенно никаких выпусков. Первый после 10 августа видос, это был видео с Серегой Подолинским, это мини-футболист, который 9 числа попал на Крестина. Он рассказывал всю жуть, которая там происходила, что там творилось. Многие, конечно, избиты, у человека, говорю, сломана нога, то есть он сидит тут и говорит, да я уже и привык. Мне интересно рассказывать о людях, которые меня восхищают, и вот я понял, что, вот я хочу рассказывать о людях с позиции, о людях, которые смелые, и очень много было комментариев про то, что вау, спасибо за то, что показываете нам людей, которых мы уважаем, которые, оказывается, вот у нас есть такие люди. Он на меня смотрит, говорит, да, что ж вам, спортсменам, не сидится. Особенный день, а сзади написано «Не сидел, не белорус». Нам страшно за вас, нам очень страшно за вас. После 2020 года такой всплеск, когда оказалось, что все возможно, и до мечты чуть-чуть. И когда стало, что главная наша мечта пока отдаляется, мне захотелось исполнить свою мечту. Всем привет! У меня появилась дикая идея – стать профессиональным футболистом. Пару недель назад я прошел медосмотр и подписал профессиональный контракт с футбольным клубом Крум-Катши. Крум-Катши — это история вообще супер классная еще с того, как они появились. Там было про волшебство, про то, что обычные пацаны, имея мечту, могут ее реализовать. Команда за 3 года от существования вышла в высшую лигу с минимальным бюджетом, с минимальными вложениями, просто потому что они этого хотели. В 2020 году не нужно много объяснять. Пацаны показали свой характер, показали свою позицию, за что до сих пор низкий поклон, и они действительно показали, что они играют за своих и для своих.
Реалити-шоу «Саша выйдет» вообще это, мне кажется, самая любимая вот штука, что мы делали на канале. Мне даже, если честно, не верится, что мы это делали в Беларуси, что мы это делали именно в те времена, и что это было так круто. Мне было очень интересно попробовать реализовать эту мечту, потому что каких-то там изначально данных у тебя нет. 100% был уверен, что я забью в первой лиге за Крумгаши. Но я забил, правда, в товарищеском матче. Ивулин, можно забивать! Ивулин! И это гол! И это гол Александра Ивулина! Дебютный гол Александра Ивулина в этом матче. Ну, когда ты забиваешь меня просто, я тебе говорю, это такой эйфорийный момент. Тем хорошим вечером мы вместе наблюдали за матчем Крумкаши-Вилия. И уже через 4 дня все поменялось. И заставка нашего реалити-шоу «А Саша выйдет» стала уже не про футбольное поле. Я отсидел, я зэк, бывший. Вот. За что меня приняли? Да блин, за ютубчик. Людям в погодах очень не нравилось то, что про классных спортсменов говорят круто. Ну, у меня был один стрим, где мы помогали одному человеку, собирали деньги для помощи семье, и на следующий день ко мне пришли. Что ты, пёсель? Фишка у этих людей почему-то задерживать журналистов возле мусорок. Пришлось мне отдохнуть чуть-чуть от ютубщика, от белорусского спорта. 20,5 месяцев, 642 дня, по-моему. Когда ты оказываешься там и рассказываешь вообще какому-нибудь иностранцу, что там происходило, люди на тебя смотрят и не верят, как в одной камере там на 6 человек может находиться 20. Как людям могут не давать постельное белье или не могут не давать еще какие-то вещи, которые кажутся базовыми, но их не дают. Как людям не могут передавать передачи, как просто к ним могут закидывать хлорку или бомжей, чтобы это было еще больше осложнить тебе жизнь. А как могут включать по 3 раза за ночь свет. Осужденных там по политическим за административку или что, их держат отдельно. Если обычного зэка закидывают к политическому, нет, что вы творите? Типа, как это вообще можно? Как вообще можно жить в таких вещах? И это правда, это супер ужасные условия, но при этом там очень много классных, крутых людей. Да, у нас лекции читали, и что там еще только не делали. А я еще удивился, у нас был парень, он с феноменальной памятью, он реально читал Робинзон Крузо по памяти, просто какой-нибудь, типа... Ну, я очень много читал, то есть, когда ты сидишь в закрытом помещении, интернета нету, круто, это тоже способ уйти из реальности, отвлечься. 130, 131, 132, 133... 134, 135. Я прочитал 137 книжек. Мне было важно в условиях, где ты не можешь позволить себе какой-то протест зримый, ты делаешь это через мелочи. Когда мы уже заехали на зону, и там специальные желтые бирки для политических заключенных, большинство там людей такие грустные, унылые. Я думаю, нет, нифига, типа, вы меня сюда закинули, я все равно буду улыбаться назло вам. Улыбался вообще на всех фотографиях. Очень не любят люди в погонах, когда у людей хорошее настроение. Они все говорили, вот, что ты улыбаешься? Я такой, все, у меня прикус такой, отстаньте. Когда ты находишься в СИЗО, тебе нельзя шнурки. Раз в день на час выводят на прогулку. И мы как-то сделали из носков мяч, который там, типа, когда ты выходишь из камеры, то тебя там обыскивают. Мы его кто-то куда-то там запрятал так, что его не нашли. И мы играли в одно касание. Так кроссовки летали туда-сюда, то есть это было очень забавно.
там был чемпионат. Я стал чемпионом зоны. Мой главный футбольный трофей. Футбол на зоне — это брутально. До конца, кость в кость, такой чисто британский стиль. Там ломают люди ноги, голеностопы вылетают. Так очень круто, когда есть возможность играть в футбол. Какой-то конкретный момент времени, ну, нет ощущения, что ты, типа, на зоне такой, типа, вау, кайф, кайфуешь, ты переключаешься на футбол, и есть только мяч, ворота, желание победить. Все. Беларускі футбол у Варшаве паўстаў пасля падзей 20-го года, калі шмат беларусаў былі вымушаныя выехаць за межы сваёй радзімы. І мы пачалі групай людзей, спачатку невялікай, там 5-7 чалавек, збірацца гуляць у футбол. Так паўстала вялікая суполка. Зараз амаль 500 удзельнікаў. Беларусь! Жыве! Беларусь! На той момант за кратамі знаходзіўся Александр Івулін. У яго ў жніўні дзень народзінаў. Гэта задумвалася як такі падарунак да дня народзінаў, каб не забывацца пра нашых палітвязняў. О, здорово. Слышал, говорит, 14 августа, вот, в твою честь будут турниры играть. Я говорю, не, вообще прикольно. Говорит, 16 команд будет. Я говорю, что, офигеть, типа. Каманды былі з розных гарадоў Польшчы, з Беластоку, з Гданьску, з Кракава. Таксама было некалькі варшаўскіх каманд. На турніры удзельнічала каманда Фонду спартовай салідарнасці, якая сабрала суперзорны склад, у якой удзельнічалі сярод іншага Александр Хацкевіч, былы трэнер і гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. И Хацкевич будет. Типа, что за пранк? Типа, что за прикол? Перамагла каманда Фонду спартовай салідарнасці. К тому моменту Саша уже был больше года, уже в заключении, и вот люди все равно типа съехались, и чтобы просто сделать вот эту классную очень акцию. Она была крутой не из-за футбола, а из-за того, сколько людей она собрала вокруг. Гэты кубак быў пра салідарнасць, пра падтрымку, пра тое, што нягледзячы на тое, што ўжо прайшло шмат часу ад падзей 20-го года, што людзі ўсё адно застаюцца за кратамі, і беларусы пра іх не забываюцца, падтрымліваюць, і хто як можа робіць ўсё, каб гэтыя людзі як мага хутчэй выйшлі на волю. Саша вышел. Вот мы уже и в аэропорту. Сейчас, наверное, вообще ключевой культовый момент для всего канала. Вот. Ці один одного падтрымліваем, каманда на першым месцы, але давайте, дадзім якасць. Пасля таго, як Александр Івулін выйшаў на волю, у 23-м годзе адбыўся другі турнір, на якім ўжо змог згуляць на поле Александр Івулін. Мне было немножко неловко, потому что я играю в команде Тим Ивулин, у меня вот тут Тим Ивулин, там Ивулин, кубок Ивулина. Что вообще происходит? Ну, типа, какой-то культ личности, и мне кажется, что надо чуть от этого отходить, как-то в честь кого-то другого, в поддержку кого-то другого. И вот многие задают мне вопрос по поводу того, что ну, ты понимаешь, что ты объединяешь людей, а я говорю, не, ребят, ну, типа, камон, это вы объединяетесь, и это не моя заслуга, это ваша заслуга, что вы все это сделали, вы это все придумали, и вы все это реализовали. Ну, это вау, как круто. А по поводу 25, ну, типа, надо было заявлять номера. Это было в марте, там скоро был День воли, 25 марта. Для меня это очень важная дата, очень важная цифра. И после 2020 года воля всем белорусам и мне нужна как никогда.
Хлопцы і дівчата, для мяне вельмі важная дата Дзень волі. На жаль, апошнія гады мы сустракаем яго не ў Беларусі, але мне хочется верыць, і я веру, што аднойчы мы будем святкаваць Дзень волі ў Беларусі. Чем я занимаюсь сейчас? Я делаю видосики, я рассказываю белорусам о крутых белорусах и дарю им. Я ненавижу это слово, дарю им позитив и надежду, но это действительно так. Мы мерч запустили, мы за счет этого мерча тоже помогаем политзаключенным, им семьям. На уровне консультаций я всех, кто ко мне обращается, я рассказываю, как там, на этой зоне, на той. Мы пытаемся мутить какие-то с фондами различными, там, благотворительные истории, как-то помогать тем, кто там, внутри Беларуси. А самое главное, я стараюсь сделать что-то хорошее, чтобы поскорее вернуться в Беларусь. Для меня это очень важно. Вот правда. Было бы круто, чтобы там какой-нибудь кубок Ивулина, или как он будет называться, случился в Беларуси. И хочется еще, знаешь, выйти на поле где-нибудь в Беларуси и ударить по мячу.